Олеся шла, не разбирая дороги. В голове звучало только «сожалею, слишком поздно, мы ничего, ничем. Не могу сказать, но вам надо привести в порядок все дела. Обезболивающие, сожалею, только чудо». Слова врача прозвучали, как гром среди ясного неба. Диагноз был неожиданно резким, громким, не знающим пощады, хотя называют его тихим. Этот тихий пожиратель подкрался незаметно. Может, в тот год, когда Олеся не поступила в медицинский, и мечта лопнула, как мыльный пузырь. А может, когда умер ее отец, и они переехали с мамой в другой город. Или когда ее мама, поскользнувшись за домом, пролежала на морозе почти 3 часа и после этого, не приходя в сознание, тихо ушла через несколько дней. А может, этих «может», думала девушка, набирается очень много, и что конкретно послужило спусковым механизмом, неизвестно. «Приведите в порядок дела», звучало в ее голове. Эх, какие теперь дела? Детей нет, состояние тоже. Никому и ничего не должна. Только ждать, только чудо. Олеся не замечала, как по лицу катятся слезы, на автомате смахивая их тыльной стороной руки. Она уже вышла за больничные ворота, прошла длинную аллею, густую тень которой давали огромные каштаны. Приближалась улица, по дороге неслись машины, все куда-то торопились. Все они торопятся жить, а я, с сожалением, вздохнула девушка. Вдруг резко накатила усталость, сердце заколотилось сильно-сильно, и она остановилась, оперлась рукой на ствол большого дерева, а потом присела на скамейку. Вспомнила, как когда-то давно вот так сидела на скамейке с любимым. Ей тогда казалось, что никто не сможет их разлучить. Они планировали свое будущее, рассуждали, где будут жить, придумывали имена своим детям. Но то был другой город и, наверное, другая жизнь. От этих воспоминаний про Олега сердце начало биться еще сильнее, и Олеся просто прогоняла эти мысли. Смысл предаваться воспоминаниям. Может, и хорошо, что тогда мать Олега сделала все возможное, чтобы их разлучить. Сейчас ему не придется переживать за нее, а она справится. Минута, 2, 3, сердцебиение пришло в норму. А вот и такси. Домой, домой, там стены, там хорошие воспоминания, фотографии. Мелькало в голове у Олеси. Через дорогу от дома, где жила Олеся, начинался лес. Сюда еще не добрались новостройки, и старый район дышал свежим воздухом. Березы, ели, сосны, травы, кустарники, грибы. Олеся любила гулять по лесу. Он придавал ей силы, дарил туманы, пение птиц, паучков на нежных паутинках. Вот и сегодня девушка собралась прогуляться. Она надела дождевик, небо хмурилось, накрапывало. Лес встретил ее неожиданной тишиной. Природа словно затаилась в ожидании грозы. Даже мошкары назойливой и мелкой не было. Олеся шла и шла. Один поворот, другой, третий. Она не заметила, как зашла далеко в лес. Внезапно ей стало не по себе. Что-то тяжелое шевельнулось в душе. Она замерла, прислушиваясь не то к миру, не то к себе. Что-то ее беспокоило, будоражило. Девушка внимательно смотрела по сторонам. Она искала то, что ее насторожило. В глубине, в нескольких метрах от тропы, она увидела какую-то кучу. И куча эта едва заметно шевельнулась. На секунду Олесе показалось, что она услышала стон, тихий, незаметный. В 2 прыжка она оказалась рядом с кучей. «Что это? А, собака!» — воскликнула девушка. Под деревом лежала собака, грязная, истощенная. Она была привязана к дереву. Обдирая пальцы, Олеся распутывала мокрые узлы. Освободив веревку, она смогла наконец рассмотреть животное. То, что она увидела, ее поразило. У собаки в паху была опухоль, большая, с мужской кулак. Олеся прислонилась к дереву и замерла. Слезы душили девушку. Руки размазывали влагу по лицу, оставляя черные разводы от грязи. Успокоившись,
Олеся села на корточки и попыталась поговорить с собакой, но та только постановала. Сил открыть глаза у больной собаки не было. Сняв с себя дождевик и олимпийку, Олеся сделала одеяло, в которое аккуратно переложила собаку. Небольшое тело было почти невесомым. Олеся рванула в город. Она просто обязана ее спасти. Врачи были ошарашены, увидев животное, но лишних вопросов не задавали. «Анализы, УЗИ, рентген, все, что надо, делайте. Я хочу ей помочь», — выдохнула девушка и, сев на кушетку, потеряла сознание. Собаку оставили для обследования в клинике, а Олесю отправили домой. На следующее утро девушка была у ворот клиники. К ней вышел хирург и сказал, что выводы делать рано. Собаку приведут немного в лучшее состояние, обследование займет пару-тройку дней. А пока не волнуйтесь, здесь ей будет хорошо. Кстати, вы в курсе, как зовут собаку и что она породистая? Не знаю. Я ее нашла в лесу, грязную, больную, привязанную к дереву. У вашей подопечной есть клеймо, плохо читаемое, но мы выяснили, чья она, и молодой человек протянул Олесе листок с цифрами. Там же я написала номер своего телефона. Ваш есть у администратора. Как что-то прояснится, я позвоню. Олеся сидела возле собаки, пока той делали капельницы, гладила, что-то шептала ей на ухо. Собака была безучастна, она никак не реагировала на уколы, на ласку, на еду. «Не хочет жить», — шепнула медсестра, — «переживает. Предательство — это, знаете, мы же звонили, а они говорят, не было у нас никакой собаки». Тем временем все результаты были готовы. Хирург позвонил Олесе и попросил встретиться вечером после работы. «Не буду тянуть. Ситуация аховая, практически безнадежная. Тем более, что собака не хочет жить. Если бы у нее была надежда, желание есть и пить и забота любящего человека, то можно было бы рискнуть. Хотя и в этом случае только чудо». Он замолчал. Уж сколько их прошло через мои руки, а каждая как первая. Не могу привыкнуть. «Давайте попробуем». Олеся схватила врача за руку. «А вдруг чудо случится?» С утра Олеся сидела возле собаки. Та угасала на глазах. Олеся плакала, что-то шептала ей, гладила по голове, чесала за ушами, брала в руки собачью морду, пытаясь заглянуть в остекленевшие глаза. «Если ты умрешь, то и я умру», — услышала медсестра. Она обернулась и увидела, как девушка спиной прижалась к стене и закрыла глаза. По ее лицу текли слезы. Медсестра быстро отвернулась и шмыгнула носом. Олеся почувствовала, как собачий язык слабо лизнул ее руку. Она придвинула к собаке миску с водой. Собаку решили оперировать. Операция шла уже 3-й час. Олеся ждала. Вышел усталый хирург. Операция прошла успешно, но это не дает никаких гарантий. Сейчас собака под наркозом, но лучше, если вы будете рядом, когда она очнется. Возможно, сегодня произошло чудо. Будем надеяться. Период восстановления Эли был сложным. Олеся назвала собаку Эльвирой, защитницей людей. Температура, лекарства, бессонные ночи, уколы, уколы, уколы. Прошло 4 месяца. Осень набирала обороты. Олеся и Эля уже подолгу гуляли по лесу. Собака поняла, что на этот раз ее там не бросят, и все больше привязывалась к новой хозяйке. А вот хозяйка... Олеся с ужасом думала, что будет с собакой, когда ее собственная болезнь сделает свое страшное дело. Она начала подыскивать семью для собаки. И тут помог хирург из клиники. Сказал, что их директор приезжает и слышал историю собаки. Он ее заберет. И вот уже была назначена встреча. Девушка попросила о встрече вечером, так как с утра ей надо было съездить в больницу. Анализы были готовы. Повторное обследование самой Олеси было завершено. «Завтра я узнаю правду. Страшно, но надо. Надо успеть, чтобы Эля привыкла к новым рукам. Боже мой, как же страшно!»
После бессонной ночи Олеся чувствовала апатию. Только собака ее волновала. Медсестра позвала девушку в кабинет заведующего отделением. «Вы знаете, ваши результаты меня удивили». Бархатный голос онколога проникал прямо в душу. «Такое редко случается, но похоже, что в вашем организме произошли изменения. Положительные изменения. У вас ремиссия. Вам нужно быть под нашим наблюдением. Надеюсь, что психологически вы восстановитесь быстро. Примите наши поздравления. Такое, знаете ли, чудо». Дома Олесю встретила радостная Эля. Она поскуливала, виляла хвостиком, словно говорила: «Где ты была так долго? Я же волнуюсь». Девушка села на пол и целовала ласковую собачью морду. «Эля, ты чудо! Ты моя защитница!» Они долго еще сидели на полу в обнимку. А вечером они с Элей пошли в клинику. Конечно, Олеся не собиралась отдавать собаку. Она хотела просто лично объяснить, почему это не сделает, и сказать еще раз спасибо врачам, которые спасли ее защитницу. В клинике ее проводили в кабинет. Когда она зашла внутрь, то чуть не упала в обморок. За столом сидел Олег. Ее Олег, которого она продолжала любить, несмотря ни на что. Увидев Олесю, он подскочил к ней и обнял. «Я не отдам Элю», – тихо прошептала Олеся. Олег посмотрел прямо ей в глаза. «Прости меня. Мама тогда сама, знаешь, как меня увезла. Я никого больше не смог полюбить. Я искал тебя, но мне сказали, что вы не оставили нового адреса. Даже мама просила перед смертью прощения у меня за то, что сделала. Она думала, что это не любовь, а так, увлечение еще совсем молодых». Они вместе вышли из клиники и направились в парк. Погода только способствовала длинным прогулкам. Они много разговаривали, смеялись, а Олег крепко держал за руку свою любимую. Он опять был счастлив, как тогда, в 17 лет. Прошел почти год. Олеся сидела на террасе большого дома и пила чай. Сегодня она была у онколога. Все прошло хорошо. У нее все прекрасно. По двору бегала и резвилась Эля, а в калитку уже заходил любимый муж с огромным букетом ее любимых цветов и сладкой косточкой для Эли. «У меня все хорошо, и будет только лучше», – прошептала Олеся и улыбнулась. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.